привет! Меня зовут Ваня, и сегодня я сам посмотрю и вам покажу озеро Бива. Если вы не были в Японии, то вряд ли слышали об озере Бива. Оно, между прочим, одно из самых древнейших на планете и самое большое в Японии. Находится оно в префектуре Шига, между такими крупными городами, как Нагоя и Киото. И всего полчаса от Киотского вокзала на электричке, и вы окажетесь в городе Оцу. Довольно большой город, но здесь вы вряд ли впечатлитесь размерами озера. Тут самый такой узкий ее кусок. Но тут есть чем заняться все равно. Основной досуг — это рыбалка, катера, водные лыжи, всякие яхты. Если вы очень умный, можете сходить в музей озера Бива, посмотреть на скелеты всяких монстров, которые здесь обитали. Вот. Но если вы хотите насладиться именно видами озера, то вам нужно в горы. Поехали с нами. И сначала мы отправляемся на гору Хиэй, что на границе префектур Шига и Киото. Гора Хиэй известна храмами, ботаническим садом, пешеходными тропами и, конечно, обзорными площадками с видом на озеро. Также сверху можно любоваться городом Киото, а в хорошую погоду даже можно разглядеть небоскребы города Осака, до которых, между прочим, больше 70 километров. Все эти площадки бесплатные, а вот за горную дорогу нужно заплатить. Самый короткий отрезок дороги стоит $8. За всю дорогу нужно отдать чуть больше 20. Если нет машины, то из Киото можно добраться и на автобусе или на электричке, а потом подняться на канатной дороге. Цена не больше $10 в одну сторону. А мы спускаемся и едем дальше. А сейчас мы будем подниматься на самую известную обзорную площадку с видом на Бива – Бивако Валлей. Удовольствие недешевое – $35 за взрослого, 15 за ребенка и 20 за парковку. Это выходной день. В будни чуть дешевле. Стоит ли это того? Ну, смотрите сами. Konnichiwa! 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 He got the ball from the official, took a practice free throw to get a rhythm. I think the rule is if you ever win back-to-back MVPs, you're allowed it. I've just never seen this. Well, it worked because he got the first one to go.
Кстати, это Валера. Озеро Бива названо в честь одноименного японского музыкального инструмента из-за сходства по форме. Ну, не знаю. А вам что напоминает? А это реакция японцев на то, как дергалась канатная дорога. Тут такой парадокс в Японии, что морские пляжи в большинстве, они бесплатные. А вот здесь, на озере Бива, почему-то много пляжей платные, не просто платные. Надо платить за все. За парковку, за то, что просто купаешься, за то, что поставил свой тент, свою палатку, за то, что свой поставил мангал. За все платить. Это не самый большой минус, потому что плата там невысокая. Ничего страшного. А самая неудобная штука для меня это то, что все эти пляжи, ну большинство из них, закрываются в 5 вечера. 5, Карл! У нас шашлыки обычно в 5 только начинаются. А тут уже в 4:30 начинают кричать на ухо из громкоговорителей, что, мол, давайте, собирайтесь, мы уже закрываемся. Это очень неудобно. Поэтому вам наш лайфхак. Мы паркуем машину возле станций. Если есть такие парковки. Конечно, в крупном городе нереально найти бесплатную парковку у станции. Здесь, в принципе, в провинции такие попадаются. И здесь мы вот тут не на платном пляже, а на бесплатном. Единственный тоже минус, здесь нельзя жарить мясо, нельзя делать барбекю. Поэтому, если очень хочется пожарить, то тогда надо жарить на платном, где-то примерно до 5 вечера. Брать вещи, переходить, делать 10 шагов, переходить на бесплатный. И уже кушать пожаренное мясо в 5, 6, 7 и встречать закат без всяких проблем. А я пошел купаться! Кстати, если на общественном пляже вы заметили откровенно открытые бедра, это скорее всего иностранка. Японки предпочитают плавательные костюмы или вообще купаются в одежде. Во-первых, вроде как спасает от солнца. Во-вторых, наверное, воспитание. Моя Йошика не исключение. Хотя если вы смотрели предыдущий выпуск о поездке на море, то, возможно, заметили ее в купальнике. Там все-таки пляж был дикий, и людей к тому моменту уже не было. Сейчас люди были, особенно много детей, поэтому приходилось купаться прямо в капюшоне. Согласен, японки в бикини тоже существуют. Также на берегу озера Бива есть храм Сирахиги. Переводится как «белая борода». Не знаю в честь чего, не нашел информации.
Вот, это синтоистский храм, поэтому здесь стоят такие красные ворота у входа, торий у самого храма, у входа в сам комплекс, и еще одни, вот люди тут собираются, фотографируются уже. А почему? А сейчас мы вам покажем. Да, эти тории популярны здесь, потому что они плавающие. Так называются ворота, которые стоят немного в воде. Это что-то наподобие тех, которых мы видели на острове Миядзима, в префектуре Хиросима. Если не смотрели эту поездку, посмотрите. Но нас там ждала неудача, они были на реконструкции, мы не увидели всей этой красоты. Тут поскромнее вариант, но, согласитесь, тоже красиво. Сегодня мы с вами покатались по левой стороне. Зимой мы были и на правой, но видео я тогда еще не снимал, так что покажу фото. Тогда мы посетили замок Хиконе. Сам замок мне не запомнился, а вот вид из него на озеро и заснеженные горы впечатлил. Также съездили на ферму барашка Шона. Вечером включается иллюминация, а мы как раз поехали туда 14 февраля, так что было очень романтично. Но без машины туда добраться трудно. В общем, если понравилось видео, палец вверх. Если не понравилось, то напишите, что именно. Дубасьте в колокол. Ну а пока.